Всем приветики! Я начинаю свою новую серию, видосик про Нидерланды, как мы тут живем. А живем мы вот так вот. Иду на этот концерт Стинга! Ура, товарищи! А проходить концерт будет Эмслам Арена. Это город Линген, есть такой небольшой город. Если посмотрите, он находится возле города Эммен. С нидерландской стороны, а здесь город Линген. Вообще первый раз я в этих краях очень много раз. Удивился очень, что именно Стинг приезжает в такой небольшой городок. Ну просто, это город там 30, 50 или 60 тысяч максимум. Вот, поэтому я сам очень удивился. И когда увидел билет, стоит 85 евро, я сразу купил, сразу. Вот, потому что от моего дома всего лишь 100 километров. Это мой самый ближайший концерт. Ну, конечно, в Хронингене, вон, видите, смотрите. Да, хорошо, что закрыто. А то у нас, вот я сразу новости начинаю вам рассказывать, а это видео будет посвящено новостям из Нидерландов. Вот, было 50 дней, где-то, предположительно 50 дней, было, засуха страшная, жара каждый день просто. Вот. Ну, вот так вот, друзья. Сейчас я очень в предвкушении этого концерта. Я давно хотел на Стинга попасть. И, наконец-то, я попал. Друзья, не переключайтесь. Друзья, ну пока я жду, а ждать мне придется очень долго. Я самый первый пришел, серьезно, смотрите. Вот. Блин, вот так вот на концерты ходят истинные фанаты музыки. Здесь еще вообще никого нету, да. Я расскажу быстренько новости какие-то. Вот. Вы не забывайте лайком меня поддерживать, елки-палки. Что вам стоит лайкосни, там, видео поделиться с кем-то. Мне больше просмотров, а вам приятно. Так вот, расскажу новости, какие Нидерланды. Давно я не ходил с новостями. Так как я живу в провинции Хронинген и в городе Гронинген, да, так называется этот город, в котором я живу, кто не знает. Вот, здесь есть огромное место, сейчас послушайте внимательно, да. Так вот, в этом городе огромнейшее месторождение газа, оно было открыто там в 50-х годах прошлого века. Очень много выкачали уже, там 2/3, по-моему, как где-то я читал, что оно выкачано, это месторождение. Вот, то есть очень много Голландия заработала деньги на этом месторождении газа. Вот, и вот правительство приняло как бы решение закрывать это месторождение, потому что я уже рассказывал тоже в предыдущих видео, почему. Вот, быстренько сейчас скажу, потому что оседает грунт. С грунтом оседают и дома, соответственно, с домами и люди оседают. Вот, и поэтому они решили закрыть. Вот, то есть с ноября месяца подойдет целая большая эпоха, потому что это было самое большое европейское месторождение, континентальной Европы. По-моему, в Норвегии сейчас больше месторождения, вот, но раньше, вот, буквально там 10 лет, это было самое большое месторождение газа. Так что вот такая вот новость. Придется нам теперь очень где-то в другом месте много газика покупать. Я как дурачок стою, там жду, думаю, людей нету, блин. Оказывается, я еще не дошел. Я как обычно. Вот. А вон она арена. Вон там. Вон, видите, сейчас какой дождь у нас идет. Только где вход, я не знаю. Sorry, where is the entry? Да, окей. Наконец-то, слушай, я разобрался. А так бы я сейчас стоял один и психовал, почему не пускают. Еще начал бы полицию звонить, скажу, что меня не пускают. Так вот, сейчас я зайду уже скоро. Пока сделаю паузу, покажу, как снимают здесь на телевидении местное. Местное немецкое телевидение, ProSieben. Какой-то репортаж будет снимать. Nein, Quatsch. Wenn es offiziell gleich irgendwo gepostet wird, werden wir fahren, ja. Наверное, уже достал вас этим концертом, но концерт отменили. Вот я простоял здесь 1,5 часа, намок весь сейчас, как цуцик, весь просто мокрый, блин. И концерт отменили в связи там с ухудшающими погодными условиями. Это просто пипец, блин. Друзья, Бонни Тейлор приедет тоже на концерт. Ёлки-палки, я сегодня, так работал быстро и хорошо, чтобы попасть заранее на этот концерт. Пришел самый первый, и вот вам результат. Это всегда так, по закону подлости, такая херня. Ладно, буду продолжать про Нидерланды рассказывать вам. Сейчас прошло 3 недели, ровно 3 недели, да, прошло. И мы сейчас переносимся из Германии, то есть я уже нахожусь, вы переноситесь из Германии в Гронинген. Тот концерт, как вы уже поняли, отменили, да. И сейчас я иду на новый концерт. На новый концерт звезды, друзья. Иду знаете, на какой? На Рамштайн! Йоу! У меня даже майка. Но майка не Рамштайна. А майка, посмотрите, какая у меня козырная майка. Помните такую группу? Группа Sex Pistols.
У нас тут был шторм в Нидерландах, да, вчера, да, сегодня у нас 6 июля, а вчера было 5 июля. Был такой офигенский шторм, он так сейчас не видно, там просто я уже прошел. Сколько деревьев, куча повалено, блин, и вообще большой убыток нанесен стране. Один из самых сильнейших штормов за всю историю наблюдений. Уже устраняет последствия большого и сильного шторма. Блин, я серьезно думал, мои панели солнечные улетят нафиг. Один раз был у нас очень сильный шторм. И, видать, это, ну, и фирма вот эта говёная, которая меня ставила, я уже рассказывал про это, как в предыдущих сериях. Вот, плохо закрепила панель, и она улетела. Хорошо, что никого на улице не было, блин, а то обошлось бы с жертвами, а так нет. В общем, смотрите, я так вам буду показывать потихоньку, куда я иду. Может, вам интересно будет смотреть на это место, где я сейчас иду. Так, ну вот видите, уже потихоньку собираются фанаты Рамштайна или просто любители музыки. Слышу уже немецкую речь. Вот сейчас проходил какая-то тоже не русская, хотел сказать. Вот, тут голландцы сидят. Так потихонечку сейчас народ подкушает, так хорошенечко заправится и на концертик. Слушайте, я вам сейчас что-то хочу рассказать, как, ну, это будет как новость, чтобы вам что-то было тоже интересно послушать про жизнь в Нидерландах. Так вот, недавно я читал в газете в одной голландской, ну, это сайт, вот, но она же и газета выпускается, да. Вот, какие страны и сколько вносят в Европейский Союз, и какие страны получают выгоду от Евросоюза, то есть получают больше, чем они вносят, ну, денежных средств, соответственно, евро. Так вот, на светофоре, блин, стою, стучит все по голове. Так вот, представляете, смотрите, Германия вносит в европейскую копилку, так называемую, 25 миллиардов евро каждый год. Раньше еще, по-моему, больше вносилось. Это данные за 2021 год, 2021 год. Вот, сейчас я перейду быстренько. Вот, представляете, Германия, какая богатая страна, что она очень много содержит стран. А она именно их содержит. Потому что сейчас вот, если вы видите на вашем экране, есть такая таблица, где вы можете увидеть все это. На втором месте, вот, если вы видите, Франция, да, на втором месте Франция, там, по-моему, 12 миллиардов, потому что я по памяти говорю, я иду и записываю это по памяти. Вот. А третья, представьте, на третьем месте, который больше вносит, чем получает от Евросоветского Союза, от Европейской Унии, оговорка по Фрейду. Так вот, это маленькая Голландия, или Нидерланды, правильно будет, Королевство Нидерланды. Представляете, маленькая страна, которую практически на карте-то не видно, блин. Она вносит 7 миллиардов. 7 миллиардов. Вот. Ну, а самый... Кому выгодно в Европейском Союзе, это Польша. Польша получает от Европейского Союза почти 12 миллиардов. Представляете? То есть они получают, ну, считают, что Германия оплачивает, субсидирует очень много польскую экономику. Я иногда задумался, для чего это они так делают? Ну, я сначала думал, нафига нужно Германии, вот, ну, блин, каждый год от своего бюджета отстегивают 25 миллиардов. Вот, ну, блин, сначала не находил этому ответа. Но потом, так, знаете, начал читать, задумываться, почему, ну, и задавался себе этим вопросом. И, в принципе, я так понял, потому что, смотрите, в Германии очень выгодно, если ее соседи, ну, допустим, Польша, там, Чехия, там, Румыния, Болгария, другие страны будут жить довольно-таки не бедно. Потому что Германия — это очень и очень высокоразвитое промышленное государство. Страна. У нее очень, ну, просто она очень много чего производит, серьезно. И вот, и когда у вас соседи довольно-таки богатые, вы можете много чего продавать вашим, в том числе и вашим соседям. По миру, конечно, ну и плюс вашим соседям. А вот в этом плане Америка, я считаю, что она очень, ну, по-тупому сделала. Она, ну, превознесла Китай, да, то есть Китай стал очень богатой страной, именно благодаря европейским и в основном американским технологиям. Китай все это позаимствовал, скопировал и сейчас имеет то, что имеем. Тоже, ну, одна из самых тоже высокоразвитых стран в мире. Вот, зато соседние страны, Мексика, Гватемала, Эквадор, там их много, там очень много стран, которые живут довольно-таки очень бедно. Вот, то есть Америка, на мой взгляд, надо было как-то больше инвестировать в эти соседние страны, фабрики строить, заводы. Пускай люди богато жили там, чем, то есть соседи, чем, например, в Китае. Я ничего против Китая не имею, мне без разницы, пускай это их дело. Вот поэтому я думаю вот так, почему-то Германия
именно вот столько вносит денег, потому что это, ну, это довольно-таки, представляете, за 10 лет, там, допустим, 250 миллиардов. Все равно они косвенно потом эти деньги получают назад, продавая там свои какие-то машины, продавая какие-то свои оборудования, химическую какую-то там порошки и так далее и тому подобное. Так, ну это что касается такой маленьких новостей двух. Я вот про Хронинское месторождение рассказал, что закрывается. Теперь вот про Германию, так и, ну и страны Евросоюза, в общем, упомяну, что и как там обстоят, какие дела. Смотрите, вот какой ручеек уже течет потихонечку собирается народ. Так вот, я хочу сейчас рассказать про этот концерт «Рамштайн», да. Я билеты купил еще в октябре в прошлом году на «Рамштайн». Это будет вот здесь, в городе, в котором я живу. Будут 2 дня, 2 дня подряд и будет концерт идти. Вот сегодня у нас четверг, 6 июля, и завтра будет еще. И вот завтра тоже будет. И за 2 дня посетит 110 тысяч человек. Представляете? 110 тысяч человек. Как здесь будут поднимать денежки организаторы этого концерта, сама мэрия этого города, ну, сам город будет поднимать, ну и все, кто причастны к нему. Но, смотрите, я еще хочу вам прикольного рассказать. Где-то за месяц до начала этого концерта начались в медиа такая усиленная бомбардировка экологических организаций, которые там защиту природы. Я тоже это всегда поддерживаю их и деньги постоянно перечисляю. Вот. Но не в этом смысле. Они говорят, что будет очень сильно много децибелов, очень громко все будет здесь и очень много огня, фейерверк. Ну, очень большое такое фейерверк-шоу будет. Вот. И типа очень много децибелов будет влиять на птиц близлежащих, которые живут. Вот видите, здесь парк такой. И это все будет очень вредно. И они сказали, что концерт запретить или до 100 децибелов. А Рамштайн, эта группа сказала, нет, мы везде делаем 103. У нас все настроено так, что концерт должен идти 103 децибела. Вот, 103 децибела. И если не будет 103 децибела, то тогда мы не будем проводить концерт. Мы не приедем на концерт. И вот до сегодняшнего дня, там эта организация подала в суд на организаторов этого концерта, вот, чтобы отменить этот концерт. И они, сегодня, до последнего дня, в 4 часа дня, они только судья сказал, вы можете делать концерт, то есть с любым, как договаривались там на 130 децибела, со всем вашим фейерверк-шоу. Вот представляете, так вот бывает здесь и такое в Нидерландах. Ik ben altijd aan het filmen. Altijd. Goeiedag. Дмитрий, коллегу встретил. Я коллегу встретил, сейчас поговорю с ним, переведу, потом вам что я буду говорить. Вот, друзья, вот, видите, 55 тысяч человек. Посмотрите, какая масса людей. Вот это и есть 55 тысяч. Не прошло и 25 лет, как в Голландии, в Нидерландах стали выдавать вот такие жетоны. Знаете, для чего эти жетоны нужны? Чтобы получать пластиковые стаканчики. А то раньше просто давали, вы покупаете пиво, и выдают вам пластиковые стаканчики, да, и вы их просто выбрасываете. А сейчас просто берете этот жетончик, отдаете, и вам дают пластиковый стаканчик, и вы им пользуетесь все время, пьете пивасик. Ну вот, друзья, вот здесь будет концерт, просто огромная территория, просто. Конечно, хорошо, что он состоялся, этот концерт, просто офигенский, хорошо, что судья вошел в положение фанатов, любителей музыки и не запретил ничего, потому что каждый децибел это уменьшение драйва. Друзья, я буду вам снимать дальше, вы ставьте лайки, подписывайтесь. Закончился концерт, просто обалденный, конечно, концерт, шоу, давно я такого не видел. Последний раз я был на таком шоу, это была AC/DC, группа AC/DC, австралийская группа, это было в далеком 2000 году. Вот, конечно, это шоу тоже офигенское. Сразу скажу честно, эта музыка, я не любитель Рамштайн как музыки. Я как-то спросил у своего друга, он очень хороший музыкант, спросил, что за музыка Рамштайн, как музыкально ты оцениваешь. Он сказал, 3 аккорда, 2 прихлопа. Очень упрощенная, очень простая музыка, он сказал. Вот, но речь идет про то, как можно
благодаря своему труду, своему шоу офигенскому, просто шоу было обалденное, друзья. Если когда-то кто-то хочет просто оттянуться офигенски, просто сходите на Рамштайн, посмотрите, сколько, вот видите, народа. Вот. И вот благодаря вот этим качествам Рамштайн стал популярным не только в Европе, но и по всему миру. У меня друг живет в Америке, в Филадельфии. Он тоже был на концерте, там тоже где-то было около 40 тысяч человек, представляете? Они поют все время по-немецки. Он вроде бы говорил, там пару песен было на английском языке. Вот. Но здесь сейчас были чисто на немецком языке, все песни на немецком. Ни одной песни не было на английском. Вот. И поэтому голландцы не подпевали. Ну, подпевали, но не так, как, допустим, я вот сколько бываю на разных концертах англоязычных. Они все время, практически весь концерт подпевают. Блин, сейчас как-то мне выйти надо. Вот. Ну все, буду прощаться, друзья. Ставьте лайки, буду снимать вам дальше. Вот. Ставьте, пожалуйста, и лайкосики, не стесняйтесь. Посмотрите, какая толпень. Сейчас я до дома буду идти полчаса, наверное. Все, прощаюсь, друзья, с вами. Говорю вам до свидания. До новых встреч в эфире. Мир вам и любви, и здоровья.